Ladies and gentlemen, good morning. Дамы и господа, доброе утро. My name is Deyan Цветкович, and I'm a technology officer in Microsoft Central and East Europe. Меня зовут Деян Цветкович, я являюсь региональным директором по технологиям в подразделении Microsoft по Центральной и Восточной Европе. I come from Serbia, so the question was, should I do this speech in Serbian? Я родом из Сербии, поэтому я задался вопросом, может быть, не по-сербски тогда презентацию показать. But then we decided to do it in English because most of the terminology used is the English terminology, and I'm curious how Alexei is going to translate. А потом мы все-таки решили презентацию сделать по-английски, потому что большинство терминологии англоязычное, и мне стало любопытно, как переводчик Алексей сможет эту терминологию перевести. So George, we go to the next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Anyway, throughout this morning and through your education about cloud computing, you had the chance to learn about different flavors of cloud. Сегодня во время утренней сессии у вас была возможность получить общее представление о различных типах облачных решений, различных категорий облака. Cloud being private cloud, public cloud, and somewhere in the middle, which we call a hybrid cloud. Говорилось о частном облаке, о публичном облаке и о гибридном, который является чем-то посередине между частным и публичным. Since the focus of this speech will be around the pure business benefits of the cloud, так как эта презентация будет посвящена непосредственно бизнес-выгодам, связанным с облачными решениями, I will spend most of the time focusing on the public cloud to make sure we understand what the business and economic benefits of the public cloud are. Соответственно, большую часть времени я посвящу тому, чтобы рассмотреть именно публичное облако, для того, чтобы посмотреть, какие бизнес-выгоды, экономические выгоды, преимущества связаны именно с публичным облаком. However, the single biggest obstacle to the adoption of the public cloud, однако, самое крупное препятствие на пути внедрения публичного облака are the topics that are related to the trust in the cloud, specifically. Это группа тем, которая связана с доверием к облаку. Specifically data privacy and data security. Если говорить конкретно, безопасность данных, защищенность данных и конфиденциальность данных. And my colleague Rebecca Radloff will be addressing some of those concerns from the legal perspective. И моя коллега Ребекка Редлов позднее рассмотрит некоторые из этих озабоченностей, вопросов с юридической точки зрения. And I would be glad to relate to that to the technology angle. А я буду рад связать эти вопросы с технологической точки зрения. Anyway, when it comes to the public cloud or the hyperscale cloud, итак, когда речь заходит о публичном облаке или, как его иногда называют, hyperscale cloud, то есть облаке гипермасштаба, that the major vendors today are Microsoft, Google, and Amazon Web Services. Microsoft, Google и Amazon Web Services сейчас являются основными вендорами на этом рынке. The hyperscale or public cloud is all about standardized IT capability. Публичное облако прежде всего касается вопроса наличия стандартизированных IT-возможностей. Where we offer software as a service, platform as a service. Когда мы предлагаем программное обеспечение как услугу, платформу как услугу, and infrastructure as a service. И инфраструктуру также в качестве услуги. In that environment, you don't, as you use, you don't pay for licenses. И работая в такой среде, по мере того, как вы пользуетесь соответствующими решениями, вы не платите за лицензии, but you pay per usage. А платите по мере использования. When you use it, you pay it. When you don't use it, you don't pay for it. То есть, когда пользуетесь, платите. Если не пользуетесь, не платите. So the service is available on demand. Соответственно, услуги доступны по запросу, по требованию. It does require a broad network access. Пользование такими услугами, такими сервисами требует наличия широкополосного доступа к сети. It's all about same computers in the data centers being used by many different users. Речь идет прежде всего, все сводится к тому, что одни и те же компьютеры в ЦОДах используются, серверы используются большим количеством разных пользователей. It gives you a real illusion. И у вас в результате появляется реальная иллюзия of
infinite computing capability. Бесконечной вычислительной возможности, бесконечных вычислительных мощностей. So whatever power you need, it's available for you. То есть какие бы мощности вам не потребовались, они в вашем распоряжении, они доступны вам. This is what we call elasticity. Это то, что мы называем эластичностью. And as I said, it's measured. И как я уже сказал, сервисы, услуги являются измеряемыми. So you can pay only for what you use and consume. Что позволяет вам платить только за то, что вы действительно использовали, и за то, что вы действительно потребили. So in order to better understand the transition from the standard information technology, для того, чтобы лучше понять этот переход от стандартной модели использования информационных технологий, so the applications that we have in-house, they become offered as a service. К облачным технологиям, то есть те приложения, которые у нас были локальными, мы начинаем их предлагать в качестве услуг, как услуги. The platform environment, such as Windows Server, Linux Server, Unix Server, Windows сервер, Linux сервер, Unix сервер, если говорить о платформенных средствах, they become as platform offered as a service. Они предлагаются теперь как в облачной модели, как платформа, как услуга. And this server, the metal box that sits on your premises, А сервер, это железный ящик, который находится у вас в помещении, becomes a virtual server that you can provision from the cloud. в традиционной модели становится виртуальным теперь сервером, которым вы можете пользоваться из облака. George, next slide. Следующий слайд. What you see here is Microsoft's data center environment that we have established up to date. Здесь видна текущая на данный момент среда цодов Microsoft, то, что нами создано на данный момент. So we have 100 data centers worldwide. В общей сложности у нас 100 цодов по миру. We don't have one in Africa, but it's coming soon. В Африке пока цода нет, но вскоре появится. But the point here is that the sun never sunsets in our data center environment. Главная мысль здесь в том, что солнце никогда не заходит в нашей среде центров обработки данных. What does it mean? Что это означает? If your application is in our cloud, Если ваше приложение у нас в облаке, it's 100% reliability and availability. то доступность составляет 100% и надежность составляет 100%. It's we ensure automatic failover. То есть мы обеспечиваем наличие автоматического фейловера. So no matter where the application runs, if there is a problem with that server or that data center, То есть вне зависимости от того, где функционирует приложение, где оно реализуется, в каком конкретном центре обработки данных, it will automatically fail over to the different вне environment. зависимости от этого произойдет автоматический фейловер, переход в другую среду, And you as a user will not be aware of that. и вы как пользователь этого не заметите. Plus again, there's no IT infrastructure required to be purchased in order to run that application that you decided to put in a cloud. Кроме этого, не требуется приобретение никакой IT-инфраструктуры для того, чтобы функционировало приложение, такое приложение, которое вы решили разместить в облаке. So what are the best scenarios where, from the economic perspective, public hyperscale cloud is used? Каковы сценарии, наилучшие сценарии, когда используется публичное облако? For instance, in many countries, there are the taxation applications that the citizens use 1 month every year. С экономической точки зрения, если смотреть ситуацию, например, в многих странах существуют налоговые декларации, которые сдаются гражданами, скажем, в течение 1 месяца каждый год. In the standard IT environment, you would dedicate a cluster of servers for that application. В таком примере, при наличии стандартной IT-среды, вы выделите на эту задачу кластер серверов. But if those servers are not used throughout the year when there is not a tax season, Но если эти серверы не используются в остальную часть года, когда налогового сезона нет, когда налоговые декларации не сдают, this will be the waste of money. это означает, что деньги будут потрачены напрасно.
in the cloud environment where the provisioning of the service is automatic, в облачной среде, где мощности серверов распределяются автоматически, they're created and used only when they are required. где провиженинг проходит автоматически, то тогда они создаются и используются только тогда, когда это необходимо. То есть только в течение налогового сезона, сезона подачи декларации. And when there's no tax season, they are virtually destroyed. А в остальное время это означает, что эти сервера виртуально разрушаются And reused for something else. и используются для каких-то других целей. The second example is Второй пример. in the countries that grow their e-government applications. Те страны, где развиваются приложения в структуре электронного правительства. There is a constant requirement for the new and new IT infrastructure to support more and more e-government services. Имеется постоянное требование к дополнительной, все растущей IT-инфраструктуре для того, чтобы поддерживать эти дополнительные сервисы в рамках электронного правительства. So in the cloud environment, those new services will be provisioned as you go. Если говорить о облачной среде, то тогда провиженинг, выделение серверов, которые будут необходимы для этих целей, будет происходить автоматически по мере возрастающей потребности. As opposed to standard IT environment, when you always need to buy hardware before it is required. А в стандартной IT-среде, при стандартном подходе, всегда нужно было в таком случае закупать серверы до того, как в них возникнет необходимость, до того, как они потребуются, заранее. The third example that we call unpredictable bursting. Теперь третий пример, то, что заглавлено на слайде unpredictable bursting, то есть это непредсказуемый всплеск в потребностях. So, for instance, when you have the natural disasters. Скажем, когда происходит какая-то природная катастрофа. Floods, earthquakes, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия. There is always an information technology required to support the efforts of the people dealing with the disaster. В таком случае всегда для того, чтобы поддерживать усилия людей, которые реагируют на такую чрезвычайную ситуацию, нужны информационные технологии. Disasters are unpredictable, therefore the requirement for the information technology is unpredictable. Стихийные бедствия непредсказуемы, соответственно, непредсказуема и потребность в IT-мощностях, которые возникают в случае таких стихийных бедствий. So in the standard IT environment, you always have to assume that there will be a disaster, so you buy hardware upfront. При стандартном подходе к IT-инфраструктуре вам всегда нужно исходить, соответственно, в такой ситуации из того, что рано или поздно стихийное бедствие произойдет, соответственно, вам нужно закупить заранее сервера, другую инфраструктуру для того, чтобы быть готовым. In the cloud environment, when the disaster happens, you push the application, it creates the virtual servers, and it's available to serve the disaster recovery. В облачной среде вы при помощи приложения создаете виртуальные сервера, и вы готовы, вы имеете соответствующие мощности для того, чтобы реагировать на произошедшее стихийное бедствие. And predictable bursting, as I mentioned, tax season, holiday season, Christmas shopping, those are the events that are predictable. А предсказуемые всплески, последний график, это то, что можно предсказать. Налоговый сезон, который я уже приводил в качестве примера, покупки к праздникам, скажем, Рождество, другие подобные вещи, которые можно заранее ожидать, заранее предсказать. So, George, next slide. Следующий слайд, пожалуйста. So this slide and the next slide directly describes how the money is saved by the public cloud. На этом слайде и последующем непосредственно описывается то, как экономятся деньги при помощи публичного облака. Let's assume that the blue curvy line represents the load that is required to serve a certain application. Давайте представим, что вот эта голубая кривая представляет собой загрузку, которая требуется для того, чтобы обеспечить потребности по какому-то конкретному приложению, например. So in the standard IT environment, including the private clouds, в стандартной IT-среде, включая частное облако, you always need to make sure that
the white line that represents the hardware capability всегда нужно удостовериться, что белая линия, которой у нас обозначены IT, возможности аппаратного обеспечения, is always above the blue line that represents the actual load required. Что эти возможности аппаратного обеспечения у нас всегда будут превышать загрузку. Because only in that case your hardware will be able to serve the demand from the application. Потому что только в таком случае у вашего аппаратного обеспечения будет возможность обслуживать потребности того или иного приложения. If at any point of time the demand is higher than the actual hardware capability, если в какой-то момент наступает ситуация, когда этот спрос, эта загрузка выше, чем мощности вашего аппаратного обеспечения, you will not be able to serve your customers and they will be very unhappy у about вас не будет возможности обслужить ваших клиентов, чем они, соответственно, будут очень недовольны. So again, the load always needs to be lower than the hardware capability. То есть всегда загрузка должна быть ниже, чем возможности аппаратного обеспечения в традиционном подходе. But then that difference is a pure waste of money. Но вот эта разница, это в чистом виде напрасно потраченные средства. Because you are buying something that you're not using. Потому что вы в таком случае покупаете что-то, чем вы не пользуетесь. Next slide, George, please. Следующий слайд, пожалуйста. However, in the pure public or hyperscale cloud environment, теперь, если говорить об среде публичного облака гипермасштабов, the load automatically provisions servers and the hardware. Загрузка автоматически управляет провиженингом серверов и аппаратного обеспечения. So as the load grows, the new virtual machines are created to serve that То load. есть по мере того, как растет нагрузка, создаются новые виртуальные машины, которые призваны обслужить эту возрастающую нагрузку. And as the load goes down, those virtual machines are virtually destroyed. А по мере того, как загрузка снижается, виртуальные машины соответствующие разрушаются. But the point is that you're provisioning only what is required to serve your load. Но главная мысль здесь в том, что провиженинг, выделяемой мощности, у вас всегда остается точно на том уровне, который вам требуется в данный момент времени для того, чтобы обслужить ту загрузку, которая у вас есть в этот момент времени. And that's why in the public cloud environment there's virtually no waste of money whatsoever. И поэтому в среде публичного облака практически отсутствует непроизводительное расходование средств в любом случае. Деньги не тратятся напрасно. George, next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Also, in the standard IT environment, each client application or each client of yours uses dedicated hardware. Кроме этого, в стандартной IT-инфраструктуре, в стандартной IT-среде каждый из ваших клиентов использует выделенную часть IT-инфраструктуры. Next slide, George, please. In the public cloud environment, all clients share the same hardware resources and recycle them. В облачной инфраструктуре, в инфраструктуре публичного облака все клиенты совместно используют одно и то же аппаратное обеспечение. Next slide. In order to have public cloud be adopted by the users, для того, чтобы пользователи действительно начали пользоваться публичным облаком, it needs to be interoperable. Должна быть функциональная совместимость. And I want to say that our cloud environment, called Azure, И должен сказать, что наша облачная среда, которая называется Microsoft Azure, is fully interoperable. имеет полную такую интероперабильность, функциональную совместимость. So any development tools, То есть это означает, что любые инструменты разработки any platforms run on our cloud. и любые платформы могут функционировать в нашем облаке. So just like any Windows server
runs in our cloud as the virtual machine. Поэтому это означает, что так же, как любой Windows сервер, который функционирует в нашем облаке в качестве виртуальной машины, we have the most popular Linux servers running in our cloud as well. Кроме этого, самые популярные Linux сервера тоже работают, функционируют в нашей облачной среде. We just announced also that our SQL server, our database, is running on Linux in the cloud as well. И мы только что объявили, что наш SQL сервер, наша база данных работают на Linux в облаке теперь тоже. And we have many open source companies that want to go to the cloud using Microsoft Cloud because of its full interoperability. И у нас есть большое количество примеров open-source компаний, которые хотят работать на майкрософтовском облаке и как раз из-за этой функциональной совместимости, потому что то, чем они пользуются, прекрасно работает в нашем облаке. George, next slide, please. The first step in the cloud journey for our customers is always private cloud. Первый шаг на пути облачных вычислений для наших клиентов – это всегда частное облако. But if you really want to do the business transformation, но если вы действительно хотите добиться трансформации бизнеса and really significantly cut the cost of the information technology, и действительно серьезно сократить затраты на информационные технологии, and if you really want to get rid of the buildings that hold the servers, air conditioning, also if you really want to save on the electricity and cooling and stuff, и если вы действительно хотите сократить площади или избавиться от всех тех зданий, где находятся сервера, сократить или избавиться от расходов на охлаждение там воздуха, на кондиционирование, на электроэнергию и так далее, you would move to the public cloud. В таком случае нужно переходить на публичное облако. And your business people will just love you because you save the money on the information technology. А те, кто следит за бизнес-стороной вещей вашей компании, после этого они вас просто начнут любить, потому что они действительно увидят, что это приводит к серьезному сокращению расходуемых средств. George, next slide, please. Now, as I said, there are the scenarios that are applicable for the public cloud, but there are the scenarios that are applicable for the private cloud. Как я уже сказал, есть сценарии, где предпочтительно использовать публичное облако, но при этом есть определенные сценарии, когда предпочитают использовать частное облако. And this is our experience. Just one click, George. И здесь приведены данные из нашего опыта. So very custom business applications that you have in your environment. То есть кастомизированные, индивидуальные бизнес-приложения, которые есть в вашей среде, that might deal with the personal or private or mission critical or sensitive data, которые связаны с личными данными, конфиденциальными данными или критически важными с точки зрения миссии компании данными. Our customers decide to keep them in the private cloud. В таком случае наши клиенты принимают решение хранить эти данные в частном облаке. But any development or testing work, Но при этом любые работы, связанные с разработкой, тестированием, any email communication, email, any website, любой сайт, think about websites веб-сайт. are public. То есть если задуматься, веб-сайты являются публичными, ведь так? I can sit in the United States and access any website from Kazakhstan. То есть я могу сидеть в Соединенных Штатах, например, и зайти на любой сайт из Казахстана. Which means that the websites are public. Что означает, что сайты являются публичными. There's no reason to waste money and have the websites on-premise as opposed to the public cloud. Нет никаких причин напрасно расходовать средства и размещать сайты on-premise, локально, у себя, вместо того, чтобы разместить их в облаке. So the public websites are the perfect target for the public cloud, and you will see immediate cost savings. То есть публичные сайты, веб-сайты – это кандидат номер один на размещение в публичном облаке, и вы увидите сразу же, как это приведет к сокращению затрат. George, next slide, please. Следующий слайд. I'm not going to talk about Microsoft products, so let's
О продукции Microsoft я говорить не буду, поэтому этот слайд пропустим, перейдем сразу к следующему. So, as I mentioned at the beginning, the single biggest obstacle for the adoption of public clouds is trust in this technology. Как я в самом начале уже упомянул, самым большим препятствием на пути реализации публичного облака является вопрос доверия к этому облаку. And these are the topics that are discussed. И как раз эти вопросы сейчас будут обсуждаться. And I will ask Rebecca now to address this topic. И сейчас передам слово коллеге Ребекке для того, чтобы она рассказала как раз об этих вопросах. Great, thanks, Dan.